Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу задекорировать вот такие пенопластовые елочки. Я нашла синильную проволоку и вот такую еще веточки елочки, и хочу попробовать сделать и одну, и другую. И посмотрим, что же у меня получится в итоге. У меня есть ткань, это сатин, можно использовать на блестящую сторону, можно использовать на эту сторону. Мне эта сторона подходит больше по цвету. Я измеряю, сколько мне ткани примерно надо, и вот этот треугольник вырезаю. Ткань откладываю, она мне пока не нужна. И сейчас обработаю елочку. Можно это делать бумагой, чем угодно. Главное обработать. Так, нагрелся пистолет, не нагрелся. Сейчас вернусь к вам. И работу начинаю с того, что вот я примерю, где примерно у меня будет ткань. И отмечу, чтобы знать, где мне наносить клей. Еще раз все примеряю, беру клей и можно не подклеивать, но я не хочу, чтобы елочка у меня белая просвечивалась. Подклеивать полностью елочку не надо. Так, вот здесь еще чуть-чуть. Главное все закрыть, чтобы белого не было видно. Можно даже здесь подклеить. Я потом лишнее все отрежу. И вот так полностью обворачиваю елочку. И подклеиваю ткань. Натягиваю. По низу, как я говорила, лишнее я сейчас отрежу и тоже подклею. Даю всему закрепиться и также лишнее подрежу. По низу еще раз вот так все подклеиваю и все выравниваю. Здесь все равно у нас будет платформа и ничего не будет видно, но на всякий случай я все вот так подклею. И продолжаю работу. Верхушку я здесь немножко отклеила. И вот мне надо все тут подклеить так, чтобы полностью закрыть верхушку. Лишнее я подрезаю. И все натягиваю. Вот все подклеиваем. Под елочкой у нас все равно, под декором ничего видно не будет. Главное, чтобы не было видно белого просвета. И даем закрепиться. Теперь я беру кусочек любого картона и вот так вот обведу. Здесь точность не нужна. И вырезаю. Продолжаю работу. Теперь беру отрезок ткани чуть побольше. И буду подклеивать. Делаю небольшие надрезы. И подклеиваю. Следующий отрезок.
Так, у меня клей заканчивается. Сейчас вернусь к вам. И вот так продолжаю подклеивать полностью по всему диаметру. И продолжаю работу. Я подготовила нижнюю часть и сейчас подклею к елочке. Клей можно наносить или сюда, или на елочку. Не наносим на самые края, чтобы клей у нас случайно не выскочил. И подклеиваем. Прижимаем и даем закрепиться. И по низу елочки я решила подклеить вот эту елочку. Вот. Чтобы у меня уже все было красиво. Наношу клей и подклеиваю. Все скрывает и украшает. И продолжаю работу. И забыла сказать, для подрезки я использую плоскогубцы. Подрезала и подклеила. Все очень хорошо приклеивается. И даю закрепиться. Вот так выглядит елочка. Я сгибаю ее на 2 части и подрезаю. И теперь вот эту часть еще на 2 части. И у меня получается из одного отрезка 4 кусочка. Можно делать по линейке. И так подготавливаю необходимое количество мне вот таких кусочков. Теперь каждый маленький кусочек нужно вот так вот развернуть. Если у вас не получается ровно делать от руки, вот я взяла зажигалку и вот так свернула одинаковый угол и вот такие вот закорючки. И подготавливаем все остальные. Эти отрезки можно скрепить, чтобы легче было работать. Я немного клея добавляю и скрепляю. Можно оставить так, подклеивать сразу в процессе работы. Но, по-моему, когда они подклеены, работать легче. Поэтому я их вот так приклеиваю. И у меня получается вот такие капельки. И продолжаю работу. Буду все показывать в процессе работы. Я теперь беру свои капельки и немного вот так выгибаю их. И буду приклеивать, ну вот чуть-чуть выше, чем или наравне с низом елочки. Наношу клей и подклеиваю. Почему я выгибаю? Так у меня елочка будет казаться более пышной. Даю закрепиться. Беру следующую каплю. Если что-то не выгибается, вот у меня что-то там колючее, я немного вот так. И следующий. Смотрю, куда мне надо нанести клей. Наношу клей и приклеиваю следующую петельку. Снова выгибаю чуть-чуть, примеряю. И приклеиваю. И продолжаю приклеивать первый ряд. Первый ряд у меня приклеен. Я вот немножко даже вот так их в сторону. И второй ряд начинаем приклеивать в шахматном порядке. Вот так мы должны перекрыть вот где мы все подклеивали. Также примеряю
смотрю, куда мне надо нанести клей. Наношу клей и подклеиваю. Вот между первой и второй посередине. Даю закрепиться. Беру следующую, немножко выгибаю и вот так вот. Конечно, здесь у нас все будет сужаться. Не всегда получится в шахматном порядке, но, по крайней мере, будем стараться. И вот вы видите, что получается. Я немножко выгибаю вот эти веточки, и у нас получается вот такая пышная елочка. Мне очень нравится. И продолжаю работу. И так как мы перекрыли елочку тканью, то даже если есть где-то какие-то просветы, то они не очень заметны. Вот здесь вот их почти не видно. Так, забыла эту проволоку выгнуть. Вот, выгнула. Берем следующую. Не забываем выгибать, иначе потом это будет сложнее сделать. И продолжаю работу. Я приступила подклеивать следующий ряд. Вот. Ничего сложного. Поднимаемся к верхушке, постепенно все подклеиваю. И у меня получается очень симпатичная елочка. Продолжаем работу. Я приближаюсь к макушке. Здесь я уже елочку взяла в другом положении, потому что неудобно мне ее держать. И вот продолжаю работу. Конечно, чем выше, тем меньше вот этих загогулинок уходит на елочку. И продолжаю. Вот что у меня получилось. И у меня остались вот такие 3 штучки. И их я больше вот так вытяну в овал, чтобы у меня не получилась макушка слишком толстая. И также немножко совсем выгибаю их. И сейчас буду приклеивать их сразу 3 вместе. Сначала примеряю. Наношу клей. И вот так подклеиваю их все вместе. И это у меня будет макушка. И даю закрепиться. Макушка у меня склеилась. И сейчас я просто ее подклею вот так вот на елочку. Наношу клей. И подклеиваю. Прижимаю и даю закрепиться. Вот такая елочка у меня получилась. Она очень хорошо будет смотреться в композициях и как отдельный элемент декора. А что вы думаете? Хотела показать 2 елочки в одном видео, но видео не сохраняется, наверное, большой объем. Поэтому разделю. Это будет первый урок и вторая елочка, второй урок. Так что продолжение следует.